Всем привет! Сегодня у нас интересная моделька. Это мои фаворитные кеды от Puma, а именно CD Ray SD. Коллекция, скорее всего, весна-лето 22 года. Сделаны они во Вьетнаме. Эта модель выполнена в духе скейтерских кед, которые достаточно удобные, цепкие. И, на мой взгляд, это одна из таких вот универсальных обувок на осень. И в целом, чтобы ходить на каждый день, может кататься на велосипеде, на скейте, может для каких-то подвижных видов спорта можно даже рассмотреть. Но я их использую как на повседневку, для езды в автомобиле. И, в принципе, очень удобно даже, да, кататься на велосипеде в них. Мне очень нравятся они по дизайну и именно в этом цветовом решении. О, привет, привет. Значит, немножко не мешает. В целом, есть несколько интересных цветов. Это синие, бежевые. В основном везде используется белая подошва, но именно в коричневых используется полиуретановая рыжая. Она, конечно же, была бы самая практичная, но сам верх мне больше всего по цветовому решению понравился именно здесь. И, на мой взгляд, он очень интересно все сочетает и цвета, и материалы. Верх выполнен большая часть из замши. Ну или 50 на 50, это получается носочек в районе шнурков и задничек. Далее идет такая как бы парусиная ткань, которая мне напоминает джинсу. Ну то есть по сути это практически одно и то же, просто немножко разная текстура. Здесь более такая мешковидная. Формстрип выполнен вроде бы из кожи, если это не спилок, покрытый полиуретаном. И язычок он идет именно текстильный, снаружи более такой плотный, тоже как бы парусиный, а внутри обычный текстильный. Вынимаем наполнитель. Конечно же, я их уже носил, поэтому это я так вставил чисто для формальности. Шнурки плоские, достаточно широкие, продеваются в обычные круглые люверсы. В целом очень комфортная посадка, мне очень нравится. Еще что интересно, язычок здесь соединен только вот резиночкой, чтобы сильно не отходил и его не кидало из стороны в сторону. По брендингу идет надпись Puma на язычке. Кстати, очень такая броская, ее видно всегда. И на задничке такая минималистичная кошечка. Конечно же, формстрипы и на внешней стороне. Ну, на подошве, конечно же, снизу, куда без этого, надпись Puma и кошка. Есть еще моделька L-Ray. Они идут на липучке, там логомания, как называется, они мне тоже очень понравились, но я выбрал именно этот вариант, опять же таки из-за цвета, ну и более стандартный классический силуэт. Но, может быть, те себе тоже приобрету. Внутри они очень наполнены хорошо, то есть поддержка такая как бы будет. Не скажу, что очень такая прям хорошая фиксация, но она нормальная. Я их даже не шнурую, просто напрямую обуваю, и в целом мне в них очень комфортно и классно. Вот, да, не очень объективно, потому что как бы мне не нравится очень. Ну, говорю как думаю, говорю как есть. Понятно, что мое мнение может отличаться от вашего и так далее. Здесь можем увидеть ярлычок. Это размер 42 по евро, 27 сантиметров стопа должна быть под них. 9 по USA. То есть, когда выбираете обувь, который раз уже повторяю, смотрите именно на размер стопы, померяйте, чтобы убедиться, потому что в разных моделях, в разных компаниях используются как будто бы одни и те же размеры, но по факту они могут отличаться, поэтому лучше обращать внимание именно на этот вот последний. Вот эта модель сделана 06/22, ну партия конкретно, как указывается. Внутренняя часть, стелечка Soft Foam, включает в себя вот такой вот ярлычок, который надо тоже наклеечку снять. Здесь указывается, что кожа и текстиль используются в модели этих кроссовок. Внутренняя часть такая имеет катоновую основу, достаточно стандартная. Довольно упругая и плотная. Кстати, я здесь не вижу сота, но все идет вроде бы как полный монолит. Нету каких-то облегчений, там как используется в некоторых моделей, некоторых производителей Puma. Soft Foam стелечка очень мягкая, комфортная. Пока она у меня еще не убилась, хотя это моя тоже основная обувь. Подошва. Теперь основное. Здесь очень они такие устойчивые по ощущениям, достаточно цепкие, немножечко поскрипывают. Подметки как таковой нет, это просто
обыкновенная резина, но ее более чем хватает. Скорее всего, со временем будет изнашиваться немножко вот здесь. Вот немножко пошел износ, но он еле-еле заметный. Это стандартно для кед, наверное, у многих. И вот здесь, то есть в начале, но здесь вообще еще не видно практически. Вот, очень удобно ездить в автомобиле, повторюсь. Очень удобно ходить, мне они очень нравятся, с многими вещами сочетаются. В целом похватистые, за поверхность хватаются хорошо, благодаря вот этому вот рисунку, как у стандартных фьюдов. Вот, и я ними очень, повторюсь, доволен. Примерим на ноги. Снимаем супер дрифт кэт. Вот так не шнуруюсь, делал петельку за язык и нормально. Ну, конечно же, они напоминают немного вансы. Ну, вот я себе как раз хотел, выбирал между вансами и этими, но эти были гораздо и по цене более выгодные, и более привычные мне Puma. И, знаете, не прогадал, то есть очень доволен. То есть форму восстанавливают очень хорошо, так как это натуральный материал замша. Достаточно весостойкие, смотрятся очень даже неплохо, по качеству тоже у меня претензий к ним нету. Вот. Со временем, может быть, конечно, будет изнашиваться, как я сказал, уже немножко подошва в начале и в заднике, и также внутренняя часть. Немного также, я думаю, с ними все будет хорошо. Конечно же, немножечко они увесистые. То есть не скажу, что очень тяжелые, но вес в них чувствуется. Несмотря на то, что у них достаточно такой низко-средний профиль, они хорошо сочетаются и с штанами на манжетах, укороченных джинсах, стандартных джинсах широких. Я же говорю, очень, скажем так, универсальная обувь, которая подойдет под многие стиль. Про casual мы не говорим, потому что здесь цвет неподходящий, но в целом, если очень хочется, я думаю, можно тоже рассмотреть.